Всем привет! Привет! Мы очень рады, что это наконец-то случилось. Все, кто давно следит за нами, мы, Лена и Ваня, мы всегда на машинах, всегда. И так как мы сейчас переехали в Италию, то в Италии нужна машина, что на итальянских номерах. И да, наша мечта... Подожди, пауза чуть-чуть. Это немаловажно, на итальянском учете. Это была проделана громадная работа, чтобы узакониться здесь, в Италии, и плюс купить машину на итальянском учете. Да. И вот мы это сделали, мы купили нашу первую машину в Италии на итальянских номерах. И в этом видео мы поделимся о том, легко ли купить машину в Италии, весь процесс, как мы искали машину, как оформляли документы, сколько это стоит и, конечно же, сколько стоит страховка, когда вы первый раз покупаете машину в Италии. В Италии совсем другая страховая система машин. Для нас это было удивлением. Большим удивлением. Материальным. Материальным удивлением. В общем-то, обо всем этом в этом видео все покажем и расскажем. Как ощущения? Ну, естественно, первая покупка машины — это, конечно же, поиск. Есть много и сайтов с продажами машин. Но мы воспользовались старым нашим любимым способом через Marketplace. Самое лучшее, да. То есть есть шанс попасть на прямого продавца. Да. То есть частное лицо, он продает свою машину, и вот таким способом можно сэкономить. То есть мы часто ездили, смотрели на площадках у перекупщиков. То есть площадка по продаже машин, вот они скупают у населения машины и перепродают. А тут мы попали через Marketplace, попали непосредственно сразу на хозяина. Списался с этим продавцом и смотрю, у него молдавское имя и фамилия там такая. Румынская. Он оказался из Румынии. И, да. Кстати, это немаловажно еще, потому что мы до этого, когда смотрели на площадках, общение все-таки через переводчик, это определенные трудности. Переводчик не всегда корректно переводит, ты не можешь уточнить. Да, суть искажает. И мы уже стали напрямую общаться с ним на румынском языке, приехали. Естественно, хочу сразу сказать, мы никогда не покупаем дорогие машины, потому что для нас машины меняем каждые 2 года, наверное. Какую 2 года? И чаще. И чаще, да. Суть не в этом. Дорогие машины не покупаем, потому что, чтобы если, допустим, сломалась, да, какая-то большая поломка, чтобы выкинуть ее и все, отдать на металл и все. Ну, как бы так. Да. Вот. Сейчас, наверное, подъехали к магазину, давай сделаем остановочку. Делаем остановку, продолжим позже. Писался Ваня с этим продавцом. Но мы всегда, когда в поиске, мы даем недалеко от нас, там в пределах 100 километров, да? В поиске, когда ищешь машину. 100-150. И поехали смотреть. Да, ну, списались уже, разговаривали уже на румынском, на молдавском, не важно. То есть, и человек молодец, он уже лет 25 здесь, в Италии. Такой порядочный, молодец. И, то есть, уступил хорошо. Она получилась дешевле, чем на любой из парковок по продаже машин. Шикарно. Нам машина понравилась, проверили ее. То есть, он был второй хозяин здесь, в Италии. Он ее купил в 2012 году, и все это время был один хозяин. И чувствуется, машина ухоженная, не убитая, хорошее состояние, отличное. Технически все исправно, все хорошо работает. Клима, все работает. Да. Ну, то есть, нормально. Но тут есть подводные камни. Как в Италии оформляют машины? Переоформление зависит от киловатт. Не от лошадей, не от кубатуры, а от киловатт. Стоимость. Там идет налог, и он на него влияет именно объем. То есть, не будем ходить вокруг да около, 700 евро переоформление. 700 евро.
То есть, Будем точнее, 695 евро. Но мы пошли, есть такие агентства АЧИ. И там за 10 минут, то есть вы даете, ну, покупатель, продавец, подписывается этот договор купли-продажи на месте. При работнике этого агентства, да? Даете ваши документы и сразу же на месте. То есть это у нас заняло минут 10. Выдали новый техпаспорт уже на имя Ванина. И все. да. И всё. Потом, Купля-продажа состоялась. Можно сэкономить на самом деле несколько сотен евро. нет, 150, наверное. Нет, 100 евро, надо сказать. Можно было сэкономить, Но это надо было ходить, оббивать пороги там, и так далее. самому ходить с документами, записываться и так далее. Да. Это время. И То есть вот проще. эта фирма АЧИ, АСЕ, АЧИ, то есть они берут комиссион за то, что они оформляют быстро. То есть мы буквально за 10 минут уже все, техпаспорт на мое имя, все так далее. Осталось только сделать, техосмотр был уже. Он, Плюс. да, бывший хозяин сделал, это громадный плюс, сделал свежий техосмотр. То есть до 27-го года. Еще 1,5 года техосмотра. Больше. Не надо думать об этом. Да. И осталось только сделать страховку. Вот тут вообще, ну это корова. Это отдельная ситуация. Остановились, пришли, чтобы не в машине. Ну, мы закончили на том, что страховка. Страховка это самая больная тема здесь, в этой Европе. Значит, страховка В Италии. в Италии, именно конкретно в Италии, в разных странах по-разному, то есть в Евросоюзе. Здесь в Италии, если ты покупаешь машину на итальянском учете, ставишь, итальянский учет, страховка, если ты покупаешь, тут делится на степени. Допустим, пускай ты будешь профессионал какой хочешь, там, со стажем, не знаю, как там, 50 лет, да, неважно, 50 лет, профессионал, опытный водитель. Здесь, если ты покупаешь первый раз и ставишь машину на учет, то есть получается это 14 степень, самая то есть низкая. И с каждым годом, допустим, когда продлеваешь в одной и той же страховой фирме, так я понял, да? Не обязательно в одной и Да, той же. да, то есть на следующий год уже будет 13 степень, через 1 год еще будет 12, и так вот по убыванию, то есть дешевле и дешевле и дешевле. И вот нам подсказали, мы нашли поисковик. Нет, подожди, сначала мы зашли в агентство страховое, Ага, и да. парень нам посчитал и сказал, что страховка, Я чуть не упал внимание, там. страховка будет стоить на год 3000 евро. Говорю, 3 милли евро. Я говорю, сколько? Я говорю, скуза. Развернулся, взял документ. И подсказали зайти через поисковик. То есть в банке, там где счет у нас, в банке нам сказали 1400 евро. Вот такая вот цифра была. И нам подсказали платить через поисковик онлайн. Есть такие страховые компании, которые работают без офисов, без работников, без никого. То есть они продают онлайн страховки. Мы шли этот поисковик, и нам вышло где-то, то есть там еще есть опции. Если, допустим, сломался где-то в дороге, эвакуатор, техпомощь, это бесплатно. То есть функция к общей стоимости, минимальной общей стоимости страховки добавляются еще эти опции. Допустим, страховка на водителя отдельно, это было там в районе 40-45 евро. Потом, если сломался на дороге, эвакуатор, там техпомощь приезжает бесплатно. И плюс еще там опция была юридическая помощь, 15 евро. И вот с этим всем. Добавили все вместе. Сколько вышло? 966 евро. На год. На год это получилась минимальная страховка, которую Это мы самое могли дешевое. сделать с этим уровнем, когда первый раз страхуешь машину в Италии. С каждым годом, естественно, страховка будет дешевле. Уже не важно, на какую машину, какая бы машина ни была, но с каждым годом будет дешевле страховка. И сколько мы купили машину?
А это Будут обязательно? спрашивать. Страховка 966, оформление грубо 700 евро Да. без 5. И машина 1800 мы дали. То есть он просил. Просил дороже, но Ваня договорился, так ему деньги нужны были срочно. И у нас случилась хорошая коммуникация. Уже мы сбили цену, взяли ее за 1800 евро. Да. Вот. Очень хорошая коммуникация была. Человеку, то есть надо было срочно деньги, он должен был внести за новую машину, там что-то доплатить. Там. Поэтому он решился сам выставить на продажу без дилеров. Может быть, он дилерам продал бы дешевле, я так думаю. Ну, то есть и нам хорошо вышло, то есть все довольны, и он, и мы. Да, все довольны. Он просил деньги кэш, мы ему дали кэш наличкой, все как полагается. Но при оформлении договора, там в этой AD, там спрашивают, за сколько продали, то есть там указана сумма реальная, за сколько мы купили эту машину. Машины довольны. И теперь о машине Да. покажем, расскажем. Я хочу сказать, мы приехали на одну парковку здесь, сколько километров от нас? Где-то 60 километров. Поехали на одну парковку, мы хотели купить там один Tucson, Hyundai Tucson. То есть приехали туда, и он говорит, машина в порядке? Я его спрашиваю, да, в порядке, все нормально. И тут не работает зарядка, то есть горит лампа, что нету зарядки. Я ему показываю, вот, смотри, нет, все хорошо, все нормально. То есть никакой серьезности. То есть 2 раза мы приезжали, на одной парковке было дорого, техническое состояние нехорошее. Второе, вот это зарядка, то, что рассказываю. А так с рук, когда берешь, то есть договариваешься с человеком, все хорошо, чтобы я зря не ехал. Да, все хорошо. Посмотрел фотографию, он скинул еще отдельно видео. То Нам есть, просто хороший хозяин попался, потому Да. что бывает, ездят, говорят, все хорошо, а на самом деле там нехорошо. ну, нам повезло, реально. Да. Такие машины дороже намного стоят. В таком состоянии, В таком хорошем, состоянии. да. Будем Ну. показывать. Ну, показывай, давай. Вот она, наша машина, Ford C-Max. Посмотрите, Вот что нравится, какие вот эти диски, да, они. диски, да. Видно, что их недавно меняли, но они Титановые. дорогие. Это не колпаки, это диски. Титановые Все диски. тормозные ну, диски и колодки, все новое. Вот тут прям видно. Новые. Ну, и салон Наш- хороший. Самое главное, что Главное, что она нигде не битая. Она целенькая вся. Хорошо едет. смотри, как Все. складывается. Так, это наши покупки с магазинов. Все сиденья, надо вытащить пакеты, все сиденья Вот, отдельные. видишь, как складывается. Большой багажник. Раз. И эти, ну, то есть независимые каждый сиденье. Да, все 3 Большой независимые. багажник. Большой багажник. Как раз мы сейчас ездим по магазинам строительным. Мы вчера столешницу привезли, 3-метровую. 3,06 Да. привезли. Вот так в длину. Ну, нормально. Столешницу привезли, но мы, кстати, сравнивали с... Мы в прошлый раз столешницу возили на Volkswagen Tauran Это в Эстонии. в Эстонии. Вот так выглядит наша новая машина. Нет, состояние идеально. Состояние очень хорошее, очень. Мы довольны. И даже вот с такой ящеркой. А чему что? Ящер тут. Ну все. Баста. Баста.